Привет всем мои кошечки и котики. Сегодня у нас очень интересное такое волшебное гадание мистическое на любовь. В каком состоянии человек сейчас находится, если вы не знаете, где ваш любимый человек и в каком он состоянии находится, да? И у нас с вами будет 4 позиции. Замечательная колода. Давайте погадаем. Сегодня вечером мы погадаем. Кто-то мне уже сегодня написал, что у меня плохое настроение или я какая-то грустная. Но на самом деле это, конечно же, не так. У меня прекрасное настроение. Итак, ух ты, колесница. Ну, высшие силы вам говорят, что скоро либо к вам кто-то в гости приедет, либо вы к кому-то. И ну, как дорога, да, машина или транспорт, или страсть. То есть карта, она такая быстрая, целеустремленная, целенаправленная. И раз мы гадаем про любовь, то вот, конечно, поэтому-то тут и выпала наша колесница. Такой воевода император, знаете, вот такой прям Цезарь. Цезарь к вам бежит, скачет на всех конях, на всех парусах. Ваш Цезарь, да. Ваш Юлий. Ну, давайте посмотрим. Видите, как у меня стол красиво изменился. Кому-то понравилось, пишите. А еще я говорю, всегда стараюсь теперь потише. Знаете почему? Я поняла. Я поняла, что я ору на всю улицу. И мне стыдно. Поэтому я решила теперь тихо говорить. Зато у нас есть свечи. Есть вот такие вот всякие штуки красивые. Так, давайте обозначим позиции. Первая. Их не хочет. Давайте так смотреть. Вот. У нас интим с вами. Представляете? Вторая. И буду теперь всегда жить в этом интиме. Третья. Я думаю, что вам-то слышно. Просто я хотя бы кричать не буду, да, тут на всех. Четвертая. Мне никто не сказал, у меня сын вышел на улицу, идет мимо нашего окна. Говорит, ну до конца улицы как раз слышно. Итак, первая, вторая, третья, четвертая. В каком состоянии сейчас находится человек, которого вы здесь загадали? Так, Чиро Марчетти хорошо рисует, мы хорошо рассказываем. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Я выбираю наши последние позиции. Надеюсь, что интимный шепот вам понравится больше. Итак, первая брошечка, которую никто не хочет смотреть. Особенно моя камера. Вот она вот такая красивая. Вот сюда ставлю вот так. Итак, в каком состоянии человек, которого вы здесь загадали, сейчас находится? Так, ну смотрите. Мы здесь совершенно точно видим, что это такое состояние жадненькое. То есть человек сейчас жадничает. Жадничает деньги, естественно, денежки и вам жадничает. Жадничает энергию свою, ни с кем не хочет сильно-то общаться. И как будто бы куда-то собирается в дорогу. И свои-то денежки человечек придерживает для того, чтобы эту дорогу осуществить. Так, давайте немножечко раскинем тут. Разложим наши карты побольше. Посмотрим, чего это он тут хочет. Так.
Карты говорят, что у человека есть определенная цель найти себя, свое счастье в жизни сейчас и чувствовать себя совершенно не в своей тарелке, от слова совсем. У него есть какая-то советчица, которая говорит ему, что он, ну, не так неправильно живет, вот неправильно все делает, ему счастье в другом месте, и должен он это место уйти или уехать. Советчица у него есть. Карты говорят, что к этой советчице он не относится серьезно в плане отношений совершенно, но вот в плане прислушиваться, что вот его счастье где-то в другом месте в этом мире, что его счастье находится там в другой земле, и нужно ехать куда-то, переходить, уходить. Это вот он слушает. Почему? Потому что она ему какие-то прям доводы приводит, что ты будешь богат и счастлив, если ты вот уедешь, осуществишь свою мечту. Она знает, что у него сейчас не хватает ресурсов, но она его убеждает, что там у него ресурсов будет очень-очень много. И человек именно в состоянии сейчас вот такой жадности, что, во-первых, не растратить бы свои ресурсы, да, а во-вторых, угнать куда-то, чтобы там это счастье свое найти. Но ему именно на мозги капает дама, возможно, знака воды. И вам нужно вот это учесть, чтобы быть осторожнее с ней, потому что она, ну, вцепилась в плане вот этой идеи. Знаете, вот бывают такие люди, которые видят, что они на кого-то влиять могут, а она влияет на него. И раз она влияет, да, то есть он себя чувствует сейчас замкнутым, более таким одиноким, ну, как-то запирается сам в себе там где-то, да, что чувствует ее мнение очень правильное. И, соответственно, вот я планирую, я поеду, я собираю деньги для этого. То есть это здесь видно. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. Идем дальше. В каком состоянии сейчас человек находится по второй позиции? Так, что кладем? Почему я их не ношу? Вот они у меня есть, ведь много их брошек. Я их на позиции выкладываю, но я их не ношу, знаете. Итак, в каком он состоянии? Он сейчас на работе. То есть совершенно точно или работа, сейчас в данный момент прям человек работает, или собирается идти на работу и думает о том, как вот он пойдет работать, заработать деньги, как ему нужны деньги, может кто-нибудь поможет и заплатит мне за работу столько, сколько это по достоинству, да, что я это заслужил. И хочет разобраться с кем-то по поводу денег. Его это очень волнует. Работа и деньги, и заработок. Вот чтобы были деньги заслуженные и правильные, чтобы все добиться по справедливости в плане заработка. Это важно для него сейчас. Он в состоянии находится, пытается, знаете, как привести себя в равновесие, успокоиться и работать. Собирается на работу идти. Или сам уже на работе. То есть пытается быть спокойным на работе. Рядом с ним мужчина находится. Возможно, знака Земли. А с этим мужчиной какая-то женщина. Это женатый мужчина. У него есть дети. Мужчина тайно питает злобу к тому, кого вы загадали. Между ними идет много ярких разговоров, общения. Может быть, знаете, как яркое обсуждение работы этой. Но при этом сам мужчина хочет отомстить из злобы тому человеку, которого вы загадали. И это женатый человек, у него есть дети, у него есть семья, у него есть дом, у него есть деньги, у него все есть. Он такой, знаете, определившийся в жизни.
А тот, кого вы загадали, ему чем-то насолил. И между ними вообще очень много активности, живое общение, и оно регулярное, постоянное, частое. То есть вот с этим человеком. И сейчас они тоже на контакте, на связи, или буквально вместе находятся. Либо постоянно болтают, переписываются, перезваниваются. Этот человек не говорит ему, что он его враг и что он хочет ему отомстить, иначе он бы с ним не общался. И он таит злобу в себе из-под тишка, хочет ударить. И получается так, что человек, которого вы загадали, он сосредоточен совсем на других вещах, да? Там на работе, например, на том, чтобы заработать, на том, чтобы реабилитироваться в работе, улучшить там какие-то качества своего труда, чтобы больше платили, чтобы все по справедливости платили, вообще не думает о том, что этот человек настоящий злодей и настоящий враг, и хочет его в чем-то подставить, отомстить, сделать ему гадость. Вот. Вот такой ответ по второй позиции. Третья. Как красивенькая. Мне даже, представляете, сейчас, пока делаю расклад, поняла, что мне это все снилось. Знаете, есть, бывает, у людей чувство дежавю, да? То есть, когда ты что-то делаешь, а тебе кажется, что все это было. Вот у меня такое сейчас. Интересно. Итак, в каком состоянии сейчас находится тот, кого вы здесь загадали? Карта показывает, что он сейчас с кем-то общается, разговаривает очень активно. Может быть, находится в каком-то месте, где много народа и много общения. Вот так. Сейчас дополним. С кем-то прям активно болтает. Прям идет, знаете, вот как разговор. Много разговоров. Много обсуждения чего-то. Это на расстоянии от вас находится, мне кажется. И это мужчина, с кем он разговаривает, или мужское общество. Да, тут много мужчин. Несколько человек мужчин, по крайней мере, не меньше 2, помимо него. И это какое-то место, где всегда собирается много людей. Не знаю, например, кафе, бар или работа, где крупные предприятия, да, допустим, или где там торгуют чем-то. Вот, карты-то говорят, что человек находится именно в мужском обществе, постоянно, среди мужиков. И сейчас это такая активная фаза, вот когда вы смотрите, а человек прям вот общается с многими мужиками. Говорю, не меньше 2, помимо него. И мы везде их видим, да. И один из них может быть старше его, второй может быть влиятельнее, чем он. То есть он у них пытается опыта набраться, скорешиться там с ними, там близкими быть, не упустить их из виду. Знаете, как такое к ним отношение и уважение, и в то же время желание всеми силами, чтобы они с ним общались, вот сделать все, чтобы они с ним общались. Вот прям все. Как выслужиться, что ли, перед ними. И не дай бог, они его отвергнут, это для него будет невероятное горе. Прям. Он хочет, может быть, поднять себе авторитет, известность, так вот, за счет этих людей. Они для него стимул в жизни, к чему стремиться. Он за ними идет, он их слушает, он им в рот заглядывает, вот он их прям боготворит, что ли, этих людей. Вот такая третья позиция. В каком состоянии сейчас человек находится? Давайте смотреть. Так, и сразу же смотрим, в каком он состоянии, кого вы загадали. Он как-то вот на празднике. Что-то празднует этот человек. Как вот радуется чему-то, или это пьянка, гулянка, или вот что-то такое, и как
помещение, дом, квартира, кафе, бар. Вот это человек сейчас именно на веселе. На празднике, на веселе, на пьянке, что-то справляет. Вот. Чувствует себя как в беззаботном детстве, как я лечу куда-то, лечу, я победитель по жизни. Пьяный человек. Или как вот у него сознание спутанное сейчас. Он совершенно плохо соображает. Думает, поеду еще куда-то. Он сейчас веселится, он сейчас в отрыве. Он плохо соображает и хочет еще и куда-то поехать, не дай бог, за рулем. Самое главное здесь, что он себя прям ощущает счастливым, и как в детстве, и как будто вот я лечу куда-то, лечу. Знаете, вот когда бывает, человек напьется, и у него такая эйфория начинается. Вот он где-то вечеринка, праздник, дискотека, бар, вот как вот гуляют люди, вот такое. И может это посиделки с друзьями, даже у них дома, или даже пусть с родственниками, ну, где-то домашняя обстановка, допустим. Но он не трезвый, он ничего не понимает. Или понимает, но с трудом. Лыка не вяжет, как говорят. Вот что-то сбой у него как будто бы в сознании. Даже если вы загадали вот кого-то, кто не употребляет, не выпивает, этот человек, значит, у него что-то с сознанием, что оно помутнело, и он чувствует себя на вершине мира, на высоте. Знаете, такое вот, как вот состояние, но тогда от чего-то другого. Что это воображение у него как работает, что он себя ощущает лучше всех, вот, понимаете? Такое вот состояние у человека. И это сейчас, когда вы смотрите это видео, что человек находится именно в таком положении. Кого вы ждете или ищете, а он вот, ну, как бы, ну, так, немножко запутался, заплутал, да? Карты говорят, что он выйдет из этого состояния позже. Но сейчас он в этом варится, компоте, и ему пока это все нравится и устраивает. Ну, вот такой ответ. Всем спасибо. Всех люблю. Если хотите, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем пока.